Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодняшнее видео с мастер-классом будет далеко не всем интересно. И тот, кто подписался на мой канал недавно, возможно, даже вообще не поймет, о чем идет речь. Дело в том, что изначально канал Ирен Адлер я создавала в поддержку своего бренда украшений Ирен Адлер. Я создаю украшения с 2007 года. И за эти долгие годы много чего происходило. Я переставала делать, я выгорала, мне было что-то неинтересно. И ролики с мастер-классами уже давно не выходили на моем канале. В этот раз я решила исправиться и добавить такое видео. Впоследствии, конечно, вы здесь увидите не только винтажную бижутерию, не только ролики об истории украшений, ну и кое-что другое, на другую тему. Сегодня я хочу показать, как сделать вот такие сережки современного дизайна из проволоки и любых бусин. В моем случае серьги выполнены из серебряной проволоки с жемчужинами, подходят под все и миксуются со многими винтажными украшениями. Ну и давайте примемся за работу. Этот мастер-класс я буду показывать с помощью медной проволоки. Нам понадобится не больше 30 сантиметров, толщина 0,8 миллиметров, и желательно, чтобы это была проволока жесткая. Сразу ее нужно выровнять, если у вас нету плоскогубцев с силиконовыми наконечниками для этого. Это можно сделать с помощью ткани. И на один конец проволоки мы расплющим, чтобы сделать маленькую такую вот улиточку. Сейчас я покажу. Когда вы работаете молотком, лучше движений делать больше, но менее слабых, чем несколько движений сильных. Тогда вот эта вот расплющенная часть будет выглядеть ровнее. Но если она у вас все-таки как-то скривилась и скривился этот конец проволоки, то, поворачивая ее на бок, ставя на ребро, попробуйте это положение исправить. И, конечно же, когда будет вот все готово, вот так вот оно должно выглядеть, то конец нужно подровнять, откусить кусачками, чтобы улитка, которую мы сейчас будем сворачивать, была ровная. Для сворачивания улитки лучше взять плоскогубцы. Я сейчас покажу, как эта улиточка должна будет выглядеть. И потихоньку, зажимая в плоскогубцы, сделать буквально несколько оборотов. Когда улитка будет готова, ее тоже нужно будет подбить на наковальне, чтобы она была более ровная и чуть-чуть сплюснутая. Вот так вот в итоге она должна выглядеть. Далее берем круглогубцы и сворачиваем небольшую спираль. Старайтесь, чтобы она была ровная, но если где-то это не будет идеальная окружность, в этом нет абсолютно ничего страшного. Когда спираль будет готова, с помощью пальцев сформируйте несколько
волн, несколько изгибов. Для этого не нужны специальные инструменты. И эти изгибы, которые будут на передней части серьги, нужно тоже расплющить на наковальне. Делайте удары как бы такие скользящие молотком, чтобы получились волны неравномерной толщины. Я сейчас покажу, как это выглядит. Первые два изгиба, которые будут с передней стороны серьги, расплющите хорошо, а вот вторые, которые будут на задней половине сережки, не сильно, потому что эта часть будет продеваться через дырочку в ухе, и чем она будет круглее, тем это будет делать комфортнее. Поэтому эту заднюю часть вы просто простучите молоточком, это придаст проволоке дополнительную жесткость, но не сплющивайте эту часть проволоки. Отогните эту заднюю часть назад с помощью круглогубцев больших, или это можно сделать на любом округлом предмете, например, на ручке, и лишнюю проволоку просто отрежьте. Кончики сережки обязательно нужно обработать надфилем, чтобы там не было острых краев и заусенец, иначе будет больно продевать в ухо ее. И вот такая вот получилась основная часть. По сути, это швенза для серьги, и на нее можно подвесить любую бусину, любую подвеску, какую вам вздумается, какую вы захотите. Для этого я буду подвешивать бусину, и для этого мне понадобится более тонкая проволока, примерно 0,4-0,5 миллиметров. У меня есть на канале мастер-класс, где я подробно рассказываю, как подвесить бусину, как сделать на ней петельку из проволоки, чтобы ее можно было подвесить. По сути, это то же самое, что мы и делали в самом начале этого видео. Я делаю маленькую улиточку для того, чтобы бусина не соскользнула, спина. Ну и надев бусину, сделать вот таким образом петельку. Лишнюю проволоку обрежьте и кончик обязательно зажмите плоскогубцами, чтобы он не торчал и не цеплялся ни за что. Осталось надеть готовую бусину на заготовку. Вот эту спираль нижнюю, так, чтобы бусина не соскакивала с серьги. Выровняйте плоскогубцами серьгу, чтобы она была, чтобы две половинки были ровные относительно друг друга. И, в общем-то, серьга готова. А вторую серьгу можно сделать точно так же. Но когда половинку вы будете отгибать, нужно сделать это не назад, а вперед, чтобы серьги получились симметричные в зеркальном отражении. В общем-то, это и все. Серьги готовы. Мои серьги серебряные
выглядят вот так. Если у вас есть горелка, то, как вы видите, на моих серьгах просто напаяны, наплавлены шарики на концах вместо тех улиток, которые я показывала в этих сережках. Ну а если горелки нету, то такой шарик вот заменяет вот такая вот маленькая улиточка, маленькая спиралька. Ну и я надеюсь, что мое видео будет полезно всем, кто любит что-то делать своими руками. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.